Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание лунному затмению. Поговорим о том, что нас ждет в этот день, на какие моменты обязательно стоит обратить внимание, а также что ждать от этого дня и в ближайшие дни. Друзья, далее более подробно все в этом видео. Итак, друзья, 16 мая, понедельник, и сегодня нас всех ожидает полное лунное затмение в знаке зодиака Скорпион, плюс еще и полнолуние, и обращаем внимание, что в какой-то степени это завершение кармического коридора. Итак, друзья, лунное затмение, пик его придется на 7 часов 14 минут по московскому времени. Сразу хотим сказать, что каждый из нас за свою жизнь переживает десятки затмений. И как вы можете судить по себе, раз вы уже слушаете и думаете о том, что ничего непоправимого не произошло. Но именно лунное затмение опасно тем, что выводит наш ум и наши эмоции из равновесия. И многие уже начали ощущать на себе его неблагоприятное воздействие. Тем более, что затмение, которое мы все ожидаем 16 мая, друзья, будет полным. И проходить оно будет в знаке зодиака Скорпион, в самом мистическом и трансформационном знаке. Он же знак падения Луны, поэтому и его воздействие на нас еще будет более ощутимо. Несколько дней до и после затмения, это, обращаю ваше внимание, это период будет повышенной турбулентности, когда будут всплывать наши страхи, наши фобии, будут усиливаться тревоги и даже мнительность. И в эти дни эмоции будут, знаете, вот на пике, причем не в лучших своих проявлениях. От этого будет возрастать опасность ссор, скандалов, всевозможных разборок, выяснения отношений, а также желание высказать все, что вы думаете, при этом не давая себе отчета в том, что ум в это время несколько помрачен. Как говорится, затмение уйдет, а люди останутся. И вот здесь очень хорошо и было важно, чтобы вы понимали, осознавали, что если вы правильно относитесь к себе, к своим эмоциям, то ваши отношения ни в коем образом не пострадают. Поэтому прежде всего важно принять меры, которые помогут успокоить ваш ум. Поэтому откажитесь от того, что вас может возбуждать, вас может раздражать, поднимать волны гнева или склонять к депрессивным настроениям. И мы говорим, друзья, это с полной серьезностью, а не так, лишь бы сказать как рекомендацию. Пожалуйста, обращайте на это внимание. Также обращаем внимание, что это событие можно назвать кровавой майской луной, потому что нам повезло получить затмение в период суперполнолуния, когда Луна максимально близко к Земле. И она может быть достаточно огромной и даже, возможно, розоватой на вид. И, кстати, давить на мозги будет намного сильнее, чем в другие периоды. Конечно же, многие из нас уже испытали, как Луна влияет уже сегодня. Конечно же, многие будут жаловаться на то, что сейчас то, что происходит на Земле, это целый ад. Но обращаю ваше внимание, что у многих людей в этот период уже повылазили всевозможные неприятности, при этом различного характера. У многих людей в этот период уже материализовались страхи, и люди успели уже поссориться все, с кем можно было поссориться, и особенно с кем нельзя было. Вы знаете, у многих людей возникли трудности там, где раньше было гладко и вроде бы было шелковисто, где все люди друг другу мило улыбались и считали, что это будет так. Но, вы знаете, в последнее время эти события, которые происходят, они выворачивают нас наружу. Они показывают нас, настоящих, насколько мы человечны, насколько мы гуманны по отношению к другим людям. И многие люди, к сожалению, на данном этапе жизни не прошли эти уроки. Они не поняли, к чему их готовят Всевышние силы, потому что, не пройдя эти этапы, мы не можем, все люди, двигаться дальше, потому что дальше, в дальнейшем, мы не можем говорить о периодах, но
И то, чтобы вот дальше люди должны понять, что все должно строиться на честности, на справедливости. Не должны быть двойных стандартов. При этом вне зависимости, что это отношения, деньги, работа, чувства и так далее. В нашей жизни, если вы обратите внимание, на сегодняшний день все прописано в двойных стандартах. Этому можно, этому нельзя. И наоборот. Так не должно быть. И вот, к сожалению, мы подошли к той черте, когда вот все сейчас вот это показывается наружу. Конечно же, одни люди это видят, одни люди это понимают, и, знаете, они вот просто сидят как мудрые люди и смотрят на эту картинку, как, знаете, как в фильме, как в сериале, где изо дня в день происходят какие-то определенные события, люди двигаются, да, играют определенные роли и так далее. Поэтому, пожалуйста, остановитесь, если вы сейчас злые на кого-то, вы недовольны, вам не нравится, как относятся к вам и так далее. Возможно, проблема вас самих внутри. Если вы считаете, что так не должно быть, сами для себя ответьте на вопрос, а что не так должно быть? Как бы вы хотели сами жить? Что вам в жизни не хватает? Только не нужно говорить о том, что вот у моей подруги есть все, а у меня есть ничего и так далее. Начните из себя. Это очень важно, потому что именно это затмение, оно усиливает все отрицательные вибрации, которые есть в пространстве. И при этом как глобально, так и локально. И вы видите, да, что сейчас вот происходит. Но, конечно, у кого есть критическое мышление. Сразу хотим оговориться, что у тех людей, у кого есть критическое мышление, и у нас есть закрытая группа, где мы очень много о чем об этом обсуждаем, и где мы делимся своими знаниями, и многие люди рассказывают о том, что у многих людей, к сожалению, просто, знаете, вот мышление как собачки, знаете, сказали, и человек поверил. То есть люди не готовы перелопатить много информации, принять ее к сведению, именно принять и проанализировать, и выбрать только то, что действительно является нормой, правдой и так далее. Многие люди стали верить тому, что не нужно верить, потому что это просто пиар-компания, это просто игра и так далее. И вы знаете, и Вселенная, высшие силы также вот нас, знаете, выводят вот на это состояние, чтобы мы проиграли те или иные ситуации. Поэтому вот и у нас сейчас происходит на уровне каждого города, села, на уровне страны, планеты. И, конечно же, вы знаете, вот то, что сейчас у каждого человека проигрываются какие-то определенные ситуации, это взято из его прошлого и умноженное на 5, вот как минимум. Многим это, конечно, не нравится, потому что они привыкли жить в своей теплой ванне, знаете, с какими-то интересными бонусами и так далее. Но хотим вас сказать о том, что то, что сейчас происходит, коснется каждого. И каждый, то есть если он будет в стороне, к сожалению, это не значит, что это его не коснется. Или он думает, что он каким-то образом застрахован. Дело в том, что сейчас происходит, мы уже неоднократно говорили, определенные происходят ситуации, происходят события, которые на материальном мире люди еще не видят. Нет, даже не так. Вы знаете, люди есть, которые это видят уже, это единицы. Потому что если вы прочитаете определенные газеты, журналы, интернет, тот же телевизор, особенно кто владеет несколькими языками, они увидят тенденции, которые уже сейчас происходят. Те люди, которые они видят, что происходит в мире и к чему мы идем. То, что вы сейчас видите, это, знаете, маленький, вот даже какой-то вот этап, сюжет из того вселенского, что будет происходить дальше. Но мы обращаем ваше внимание, что нужно постараться расчистить свое пространство, именно свое, для того нового и хорошего в своей жизни. Возможно, нужно, например, отсортировать и понять, что вам не нужно в этой жизни, какие отношения вам не нужны, к чему вы хотите прийти. Друзья, вы должны понять, что никто в стороне не окажется. Все пройдут через вот определенные события в жизни. Если кто-то думает, что он в скорлупке и он подготовил
готовился к этому и запасся картошечкой, лучком или мукой, хотим вас разочаровать. Если вы будете поодиночке, к сожалению, вы ничего не достигнете. Нужно объединяться, нужно кооперироваться, потому что у нас вот сейчас идет 3 месяца, это идет подготовка к определенным событиям, потому что то, что будет дальше, это, знаете, вот то, что сейчас мы с вами видим, это все цветочки, даже не цветочки, это вот, знаете, вот только-только начало, что что-то зацветет на соцветие. А ближе к осени, ближе к зиме мы в мире, не на уровне какой-то определенной страны, нет, в мире мы начнем видеть определенные события. Знаете, и как вы сейчас подготовитесь к этим событиям, так вы проживете и следующие 1,5-2 года. Поэтому очень важно, чтобы вы не злились на кого. Если у вас что-то не получается, если вы хотите что-то сделать, оставляйте. То есть, например, вы хотите переехать в другую страну, вы себе уже это приняли, но вас держит квартира, машина, какие-то отношения и так далее, и так далее. Бросайте. Вот знаете, сейчас проверка нас в том числе на вшивость на материальном уровне. Насколько мы готовы все это оставить и двинуться дальше. Дело в том, что человеческая жизнь, она одна, и мы с вами не проживаем черновик, вы сами это прекрасно видите. И вот это коридор был затмений, да, который начался 30 апреля, вот он сейчас заканчивается. И много тех событий, которые бурлят в мире, очень много в ближайшем времени нам покажут. Точнее, оно уже показывает, но, к сожалению, мы не хотим никого обидеть, но многие не видят этого. При этом об этом говорят в газетах, в интернете, на телевидении, да, это все между строчек, вам никто не скажет четко, целенаправленно. И только если вы, знаете, уловили там фразу, прочитали и это объединили, тогда вы поймете, что же тогда происходит в мире, к чему мы должны прийти. Поэтому очень важно, чтобы вы сейчас, вот когда наступит солнечное затмение, не нервничали, не переживали. Если вы переживаете за кого-то в своей семье, что они, как вы считаете, они неправильно делают, примите такими, какие они есть. Если они желают это делать, пусть делают. Если они хотят вот так вот делать, они делают. Отпустите. Вы должны ни за кого, ни с кем не спорить, не ругаться. Это не сейчас, не то время. Будьте мудрым человеком. Знаете, будьте таким вот, если так можно сказать, будьте роботом, которого есть в своей программе, цели, задачи, и вы идете к ним. Но только помните, соблюдаем законы Вселенной и бумеранга. Также постарайтесь в этот период бережно относиться к себе, к своему телу. Есть возможность, примите ванну, займитесь йогой, побольше будьте наедине с природой. Друзья, это очень важно. Но в то же время в этот период не старайтесь принимать каких-либо важных решений. Ни в коем случае, вот не смотрите на само затмение. Большая просьба. Не старайтесь принимать алкоголь, какие-то психотропные препараты и так далее. Готовьте пищу, но такая должна быть легкая. Старайтесь поменьше участвовать в каких-либо конфликтах, выяснении отношений, потому что это ваши эмоции, ваши боль, обиды могут быть утрированы влиянием затмения и еще увеличены. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, мы услышимся с вами уже в следующем видео.